Крупнейшее наступление. Кампания началась. Новые крупные города под прицелом. Мир в опасности. Ядерный объект атакован. Метры до катастрофы и фатальная ошибка обороны. Скрытая опасность держать в тайне не удалось. Еще одна страна вступает в войну и сразу с массированного удара. Информационная бомба не взорвалась. Друг Путина получает по рукам. Как теперь всем Кремлем будут пытаться спасти положение? Об этих и других самых главных событиях воскресного вечера 22 марта. Из потока событий выбираем самые важные. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что остаетесь с нами. Поиск крепостей в Донецкой области снова под давлением. По данным Института изучения войны, российская армия усилила атаки на востоке Украины и, похоже, начала новую весенне-летнюю кампанию. Главный удар сейчас идет на Лиманском направлении. Это ключ к Славянску и Краматорску. Только 19 марта, по данным украинских военных, в штурме участвовали более 500 российских солдат, бронетехника, мотоциклы и багги. Тактика тоже меняется. Вместо колонн рассредоточенные удары, чтобы усложнить работу украинских дронов. Но это не означает быстрого прорыва. Россияне давят не только пехотой, но и авиацией, артиллерией, FPV-дронами и авиабомбами, пытаясь сломать логистику и оборону ВСУ перед новыми штурмами. При этом потери у них значительные. Аналитики считают, что захватить весь этот оборонительный пояс в 2026 году России вряд ли удастся. Но есть и плохая новость. Бои в Донецкой области теперь, скорее всего, будут еще жестче, еще дольше и еще кровавее. Россия снова бьет по железной дороге Украины. Этой ночью трагедия пришла не только с неба. Во время эвакуации пассажиров погибла проводница Укрзалезницы. Ее насмерть сбил встречный поезд, который тоже шел к своей эвакуационной остановке. Все произошло во время воздушной тревоги на Приднепровской железной дороге. Дрон ударил по локомотиву пригородного поезда, но там людей успели вывести заранее. А вот на Одесской железной дороге эвакуация закончилась смертью. Это уже не единичный удар, а новая реальность для украинских поездов. После усиления российских атак Укрзалезница даже изменила протоколы безопасности. Составы теперь могут экстренно останавливаться прямо ночью, а пассажиров срочно выводить из вагонов. Формально это должно спасать жизни, но война все чаще ломает даже те правила, которые придуманы для спасения. К тому же статистика, которую озвучивает президент Украины, не позволяет думать, что станет безопаснее. Почти 3000 ударов за неделю, и это уже не обстрелы, а конвейер войны. По словам Владимира Зеленского, за 7 дней Россия выпустила по Украине почти 1550 ударных дронов, более 1200 авиабомб и 2 ракеты. Цифра звучит как сводка за месяц, но нет, это всего 1 неделя. И, как подчеркивает Киев, все это оплачивается нефтяными деньгами, которые Москва продолжает зарабатывать, несмотря на санкции. Зеленский говорит, если давление ослаблять, Россия получает не только прибыль, но и чувство безнаказанности. Поэтому, по его словам, бить нужно не только по ракетам, но и по кошельку Кремля. Прежде всего, по теневому флоту, который возит нефть, снабжая военный бюджет. Логика простая: пока эти танкеры спокойно ходят по морям, у войны остается топливо. Миллиард в день, и это только начало. По данным, которые Пентагон озвучивал Конгрессу, первые 6 дней войны против Ирана уже стоили США 11,3 миллиарда долларов. А дальше счет по оценкам пошел на 1,2 миллиарда в сутки. И теперь Белый дом уже смотрит не на десятки, а на новые сотни миллиардов. Пентагон запросил у Конгресса еще более 200 миллиардов долларов на продолжение кампании и пополнение арсеналов. Мы говорили с вами об этом ранее. Но главная проблема даже не в сумме, а в том, что конца этому не видно. Внутри американской администрации уже спорят, как быстро сворачивать конфликт, потому что война давит на цены на нефть и бьет по экономике. Одновременно Трамп грозит Ирану новыми ударами и требует открыть Ормузский пролив, а рынки уже лихорадят. То есть картина жесткая. Вашингтон тратит миллиарды, просит еще сотни миллиардов и все глубже вязнет в войне, которую пока никто не может внятно назвать короткой. Британия тихо подтягивает к Ирану уже не просто обещания, а томагавки. Daily Mail пишет, что атомная подлодка «Энсон» заняла позицию в северной части Аравийского моря после выхода из Перта 6 марта. Если конфликт рванет дальше, у Лондона появляется прямая возможность ударить по иранским целям крылатыми ракетами. При этом Минобороны Британии деталей не раскрывает, и это только добавляет напряжения. Энсон будет тихо прятаться. Премьер-министру и командующему морских операций сообщат, где она находится. И, конечно же, службе подводных лодок. Но ее местонахождение не будет широко известно.
На этом фоне история становится еще интереснее. Энсон несет ракеты «Томагавк» повышенной дальности и тяжелые торпеды «Spearfish», а сама субмарина может оставаться в море неделями и даже месяцами. Параллельно Лондон уже разрешил США использовать часть британских баз для оборонительных операций против иранских ракетных угроз. Хотя отдельно подчеркивает, что база Акротыри на Кипре для наступательных ударов использоваться не будет. То есть Британия все глубже втягивается в кризис, даже если публично продолжает говорить о сдержанности. Атомная близость, катастрофа в нескольких десятках метров. Ракеты упали рядом с израильским ядерным центром. И это уже не просто обмен ударами, а новая опасная планка. Под обстрел попали Димона и Арат на юге Израиля. Пострадали десятки человек, часть ранений тяжелые. Израиль признает, часть иранских баллистических ракет прорвалась через ПВО и попала в жилые дома. Один из них загорелся. Иран называет это ответом за удары по своей ядерной программе. А МАГАТЭ пока говорит, главный признак повреждения ядерного объекта в Негеве и роста радиации не зафиксировано. Это тяжелый вечер, инцидент в Димоне, а теперь еще и инцидент здесь. Как вы понимаете, израильская полиция вместе со всеми остальными силами работает на всех местах происшествий. Раненых довольно много, это серьезное место происшествия, и, как вы видите, мы сейчас в самом разгаре работы. Когда мы закончим разбор этого инцидента, мы не уйдем отсюда, пока не убедимся, что пропавших без вести нет и что никто не остался под завалами. Дальше еще тревожнее. Нетаньяху уже пообещал продолжать операции на всех фронтах. Одновременно Израиль наносит удары по объектам в Тегеране, связанным с военными разработками. То есть война уходит все глубже в зону, где рядом уже не только армия, но и ядерная инфраструктура. А когда ракеты падают у таких объектов, даже промах звучит слишком громко. Я сейчас в Араде, здесь произошло чудо, никто не погиб, но мы не хотим полагаться только на чудеса. От момента сигнала тревоги до падения ракеты было целых 10 минут. Ракета упала здесь, между зданиями. Если бы все в течение этих минут прошли в защищенное помещение, в укрытие под каждым зданием здесь, никто бы не пострадал. Но теперь под ударом уже не только нефть и базы. Иран открыто грозит атакой по офисам Аль-Джазиры в Дохе. Тегеран заявил, что телеканал якобы подстрекал против Ирана и ведет враждебную информационную кампанию. Иранская Гос-ТВ даже выпустила предупреждение жителям столицы Катара покинуть район, где находятся офисы канала. Более того, эти здания прямо назвали законной целью и отметили на карте как возможную мишень. Поводом стали репортажи Аль-Джазиры о протестах в Иране, задержаниях и критике КСИР, корпуса стражи исламской революции. В Тегеране утверждают, что такие эфиры якобы разжигают внутренний конфликт и подталкивают к насилию. Все это происходит на фоне резкого обострения между Катаром и Ираном после ударов по территории Эмирата, объектам энергетики и обвинений в попытке атаковать аэропорт Хамад. И если раньше в регионе воевали за нефть и влияние, то теперь, похоже, уже и за право говорить в эфире. Провал агента Виктора? Похоже, правда всплывает и может сильно навредить премьер-министру. Венгрия снова прикрывается словом «пропаганда», когда запахло слишком неудобной правдой. В Будапеште набросились на публикацию о возможной инсценировке покушения на Виктора Орбана и объявили ее проукраинской. Заодно, без доказательств, попытались перевести стрелки на Зеленского. Издание The Washington Post пишет, что в недрах российской внешней разведки якобы обсуждали инсценировку атаки на венгерского премьера, чтобы резко перевести кампанию из скучных разговоров про цены и экономику сразу в зону страха, безопасности и спасения государства. Проще говоря, когда рейтинг проседает, в ход может пойти старая схема – напугать людей и продать им так называемую «сильную руку». Мы говорили с вами об этом в предыдущем выпуске. Кремль все отрицает, но сам факт появления такого сюжета показывает, насколько важен Орбан для Москвы перед выборами 12 апреля. И это ложится уже в знакомую картину. По данным западных медиа, Россия параллельно ведет информационную кампанию в поддержку Орбана и бьет по его сопернику Петеру Мадьяру, которого пытаются выставить игрушкой Евросоюза. Но проблема для Орбана шире одной статьи. Давление на Будапешт растет и из-за блокирования помощи Украине, и из-за все более токсичных связей с Москвой. Поэтому схема старая и удобная. Все неудобно объявлять чужой пропагандой, а себя жертвой заговора.
Но это не все великолепные истории про Венгрию. Сливает ли Будапешт секреты ЕС прямо в Москву? По данным The Washington Post, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время заседания Евросоюза звонил Сергею Лаврову и передавал ему детали закрытых обсуждений. Если это правда, выходит слишком жесткая картина. Россия получала доступ к внутренней кухне ЕС почти в режиме реального времени. Сам Сиярто это не комментирует, но после 2022 года он уже не раз ездил в Москву и встречался с российским руководством. И теперь самый интересный вопрос. Венгрия просто играет в свою игру или в Брюсселе давно сидит удобный для Кремля телефон доверия? В этой истории прекрасно все. И фермер, который вскрыл проблему, и журналист, который ее осветил, и власть, которой это не нужно. В сибирском селе Чернокурье фермер Петр Полежаев заявил, что готов сжечь себя, если власти уничтожат его животных. Причина простая и страшная. Вместе со скотом у него забирают и весь заработок. Вчера ко мне приехали уничтожать мой скот. Я облил себя бензином, техника развернулась и уехала. Сегодня жду снова. 22-е, вот уже обед, сейчас должны снова подъехать. Если уничтожат мой скот, я остаюсь без средств существования. Мне придется все-таки сжечь себя. Люди жалуются, что коров и овец изымают почти без объяснений. Болезнь называют редкой, документов на руки не дают, а компенсации такие, что на них новую жизнь не купишь. История уже вышла за пределы одного села в Новосибирской области, где журналист Иван Фролов освещал изъятие скота. Его, по данным издания «Астра», задержали и везут в отдел полиции. Картина выходит очень красочная. У фермеров забирают животных, у журналистов возможность спокойно об этом рассказывать. И все это все сильнее напоминает не ветеринарию, а показательное давление. А в прошлом выпуске судьба Аятоллы снова в центре внимания. Появились новые подробности о том, где он находится и что с ним происходит. На этом фоне миру выставляют счет за мир. Кого просят раскошелиться на астрономическую сумму? Россия воспользовалась международной турбулентностью и пошла в большой штурм. Сразу на 7 направлениях, пытаясь продавить фронт, пока внимание мира распылено. А давление на Иран усиливается. К нему присоединилась большая и влиятельная страна, и это похоже уже на перелом в коалициях. И вишенка сверху. У Мадуро в камере может появиться сосед. Вашингтон, похоже, нацелился еще на одного действующего президента. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся с вами уже утром.